Добрый день, дорогие друзья, любители и почитатели Zippo. Это первый, надеюсь, не последний выпуск обзора всеми нами уважаемой, любимой зажигалки Zippo. Начать его хотя бы на примере самой известной, наиболее массовой классической модели. Это 200-ка Brushed Chrome. Модель считается одной из самых старых. Появилась она в конце 30-х годов 20 века. Предположительно в 1937 году, и быстро завоевала популярность. Латунный корпус выполнен по классическому дизайну, покрыт матовым хромом, имеет уникальную текстуру на передней и обратной сторонах модели. Сама отделка создана в 1933 году и осталась самой популярной на зажигалках Zippo. Наносится данное покрытие на весь модельный ряд Zippo, на реплики 1132, 33, 35, 1141, на винтажную серию 1137, на классику и на модели Slim. На дне зажигалки имеется штамп, который в нынешнем виде с арабскими цифрами появился после 2000 года. Надпись Zippo выполнена в виде зарегистрированного логотипа с языком пламени вместо точки над буквой и со знаком R в кружочке, так называемый знак зарегистрированного товарного знака, либо торговой марки. Ниже располагается надпись Bradford, PA, Made in USA, то есть Брэдфорд, штат Пенсильвания, произведено в США. Слева от надписи Zippo располагаются буквы латинского алфавита от А до Л, обозначающие месяца выпуска по порядку, где А – это январь и Л – это декабрь. Справа арабская цифра, обозначающая сокращенный год выпуска. Современные классические инсерты имеют по 8 симметричных отверстий с каждой стороны в ветрозащитном экране, который имеет ровную овальную форму, если на него смотреть сверху. На корпусе инсерта с двух сторон имеется штамп, выполненный четким тонким шрифтом, где также нанесены месяц и год выпуска инсерта. Они могут отличаться от дат на данном штампе, это совершенно нормально. Колесико кресала имеет четкие симметричные насечки, перекрещивающиеся под углом 30 градусов. Кулачок ровный и гладкий, симметричной формы, на которой с августа 2003 года стали наносить специальную насечку. Функция которой, впрочем, до сих пор толком не ясна. Фитиль выполнен из специального полимерного волокна, в который вплетена металлическая нить. Теперь давайте рассмотрим их визуальные отличия между собой. Сразу бросается в глаза цвет на крайних двух моделях. Это модель 2016 года и 2019 года. Они отдают более черноту по сравнению со старыми, более светлыми моделями. Это модель 1948 года, 1962 года, 1994 года. Ну и две новые модели 2016 года и 2019 года. Самая грубая насечка даже визуально различается на модели 1994 года. На ранней модели 1948 года покрытие самое гладкое на ощупь, почти бархатное.
Ходит множество легенд и слухов об изменении в течение годов производства, размеров и веса классической модели. Обычно на различные интернет-ресурсы даются стандартные и единые сведения по размерам и весу данной модели. Давайте же сами теперь вместе посмотрим, так ли это, и проведем сравнение этой модели, а именно Brushed Chrome различных годов выпуска. Как я сказал, сейчас в данный момент у меня присутствует 5 зажигалок, выпущенных в различные периоды времени. Это 1948, 1962, 1994, 2016 и 2019 года. Все они в идеальном состоянии, без износа. Инсерт я предварительно вытащил, чтобы было удобнее проводить измерения. Итак, первая модель, которую мы будем взвешивать, это модель 1948 года. И весит она 27,5 граммов. Следующая идет модель 62 года выпуска. 30,5. 1994 год. 28,7. 2016. 27,8. И, наконец, 2019. 28,5 грамм. Как видим, вес у них отличается. Что у нас с размерами? Модель 48 года. Пятьдесят 38,5. 13. Толщина стенки 0,5. 62 год. 57. 38,5. 13. 0,5. 94 год. 57. 38,5. 13. 0,5. 2016 год. 57. 38,5. 13. 0,5. 2019 год. 57. 38,5. 13. 0,5. Итак, мы с вами провели сравнительные измерения 5 моделей Brushed Chrome и убедились, что размеры практически не менялись с годами выпуска данной модели. В отличие от веса, видимо, происходили изменения в самом составе сплава. Менялись и сама структура покрытия. Спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Надеюсь, что вам было интересно. Первый, он всегда сложный и могут возникнуть вопросы. Будем по мере продвижения стараться все исправлять в будущем.
Будьте с нами. До скорой встречи.